Итак, всем привет! Мы сегодня в хозяйстве. Вот сеялка стоит в хозяйстве. Сейчас ее подключают к трактору. Я, как и обещал, удача улыбается смелыми. Она нам улыбнулась, потому что не ударили морозы с тех пор, как мы снимали обзор на эту сеялку. Вот сейчас будем проводить первый запуск. Тягать сеялочку будет вот такой красивый Massey Ferguson на 130 сил. Напомню, что сеялка у нас пневматическая. Здесь всего 13 сошников, ширина 3,9 метра. Посевные комплексы такие тоже делаем с такими сошниками. Кто особо внимательный, могли заметить, что площадка чуть поменялась. Добавилось, вот не было вот тут площадки на сеялке. Вот, это вот фермер увидел свою сеялку, посмотрел на нее, подумал, попросил нас доделать еще площадку, чтобы можно было не только спереди залазить на нее, но еще можно было сбоку обслуживать. Ну вот такая вот мелочь, но тем не менее это один из ярких примеров, как ваши идеи наше производство развивает ваше. Вот теперь сеялку гораздо удобнее обслуживать, она в обслуживании стало уже проще и удобней. Вот паспорт на сеялку. Здесь подробно расписано, как настраивать норму высева, как регулировать сеялку, приводить ее в рабочий, как обслуживать. И тут есть табличка интересная, согласно которой мы будем проводить настройку. Исходя из инструкции по данному агрегату, ми подобрали нужні зв'язочки під нужну норму висіва, попустили цеп, установили зв'язки, які йдуть уже в комплекті к сеялки, встановили, потім натягнули цепку, вона автоматично благодаря пружині натягується. Вот, попустили рычаг, автоматично цеп натягнулась. Далі, що нам треба? Як указано в параметрах сеялки, есть вот ручный рычаг, его надо крутить 39 раз против часовой стрелки, примерно 1 оборот в секунду. В это время человек номер 2, замеряя, сколько выпадает там зерна или удобрений с сошника, множа этот вес на 50, потому что 39 оборотов это 1/50 гектара, как указано в инструкции. Под удобрение ставим катушку объемом 100. То была катушка на 250, это поставим на 100 сантиметров кубических. Вот, и останется под зерно. Проверить, чтобы там стояло 250. И все, можно выезжать, уже подсоединили кардан к валу подбора мощности. Останется такую гидравлику подключить, и можно выезжать. И обязательно поснимаем сзади, будем ехать сеялки, поснимаем, как ведет себя вот это опорное прикатывающее колесо. Ребята, не стесняйтесь звонить нам, заказывать сеялки, потому что вот мы готовы предложить очень интересные условия до конца этого года. Так, пока сеялка готовится, нам тут обещают самые вкусные беляши в области, а может даже и в Украине. Херсонская область. Да. Беляши у белого называется. Да. Сеять поле самой офигенной севалкой в мире, сделанной на Украине. Да. Качественная севалка нулевого сева, будем менять качество почвы в регионе с помощью этих прекрасных парней. Не, ну без замечательных беляшов бы вряд ли что-то получилось бы сегодня запустить, конечно. Остались буквально считанные минуты до запуска сеялки в поле.
Она уже настроена и по количеству семян, и по количеству удобрений. Абсолютно 2 новых единицы. У трактора вообще 25 моточасов. Наша сеялка тоже абсолютно новая, только с конвейера. Фермер заблаговременно заказал и сеялку нашу, и трактор, и уже готов к весенней посевной кампании. У вас еще тоже есть возможность, вы успеваете заказать сеялку. Мы можем сделать вам посевной комплекс на этом сошняке, который отлично себя зарекомендовал и будет вам служить долгие годы и многие гектары. Также специально для вас мы можем сделать эту же сеялку с сошняком кросс-лот нашего производства. Кто еще с ним не знаком, один из главных преимуществ этого сошняка — это то, что прижимное усилие регулируется электроникой. Жорик, не скучай. Кстати, вот офигенно сделали на площадке вот эти наклейки, они очень уместны, потому что трактор, допустим, сеялку дергает, если тут стоит оператор. У меня кроссовки скользкие, но нога не ерзает. Стоит отлично. Вот, кстати, и бездорожье. Вот колея. Вон видно, вообще 2 колеса в воздухе висит, и она едет, проезжает. Вон видно. По бездорожью сеялка себя отлично чувствует. И вот, как бы можно проезжать практически везде, где позволяет габарит. Важный вопрос. Спрашивали, как вот ездить на сеялке, вот она не габарит, по общественным дорогам. Просто, как по мне, 3.9 делать складывающийся, это вот, типа, мне кажется, это очень дорого будет, несопоставимо с, как бы, шириной. А если вот делать посевной комплекс полноценный с вынесенным отдельно бункером, то можно сделать же, конечно же, складывающуюся сеялку. Но это надо, мне кажется, хотя бы там 6 метров заказывать. Так, мы уже подъезжаем. Сейчас засыпем зерно, включим пневматику, протестируем с помощью вот этого рычага, сколько у нас высевает. Убедимся, что мы правильно поставили норму. И поедем, засыпем удобрения, поедем сеять. Вот этот бункер под зерно. Тугенькая пока краска новая, конечно. Да, и бортики специально, чтобы зерно не билось. Прекрасно. Чётенько. Крупный мусор куда задерживать. Озимый ячмень 9 вал, травленый. Посев буде 23 ноября с удобрением сульфоамофос. Формула 24, 12, 12, 9 кальция. Что сказать? Предшественник подсолнух, предварительный задел почвы, измельчитель, катки. Что, в принципе, все, что сказать. Перед подсолнухом по пару озима пшениця. О, це, я думаю, людям буде дуже інтересна ця інформація. Смотреть. Потому що ми ще приїдемо сходи знімати, а тут оп. Так що, ребята, сходи у вас будуть по-любому. Пневматику запустили. О, посыпалось. Так. Короче, мы из-за того, что суетились очень сильно, спешка вот это, сделали очень много лишних и неправильных телодвижений. Включили пневматику, начали замерять с подсошника, сколько сыпет, получается, зерна.
если можно сделать гораздо проще, но для этого надо выключать пневматику. Вот мы сделали под каждой катушкой же силиконовую накладку. Она вот убирается, вот поставили ведро и вращается вот ручка против часовой стрелки по инструкции. Вот, а если надо удобрения еще замерять, так же самое здесь. Надо снять силиконовую накладочку. Одним вращением крутится и та катушка, ну, вращается весь привод. Естественно, и эта катушка, и та катушка. Инструкция гласит на вот этом приводе, что 39 оборотов рукоятки это 1/50 гектара. Следовательно, мы сейчас взвешиваем и множим на 50. Так, у нас инструкция писала 157 килограмм на гектар. Нам надо будет разделить на 50, потому что мы замерили 1/50. Примерно должно было высыпать 3 килограмма 140 грамм. Но нам надо 3200 в идеале добиться. Все правильно. 220 это же ведро. 2700. 500 грамм не хватает. А сейчас сколько? 2700? 2750 где-то. Так, получилось 2700. Надо 3200 в идеале. Сейчас будем еще раз на всякий случай замеряем. Потом будем играться звездочками на редукторе. Ну что, сколько получается? 200 килограмма. Оце чітко по ходу. Он 106 500. 106 500. А ми насрали на 113. Да, трохи вище. Так, тепер там. 267. І тут кіло 200. Умножить на 50. Да. 141 кіло. 141 кило. Мало. Достаточно надо баб. Надо редуктор. Добавить. Звезды менять. Я думаю, вот интересно будет показать сначала поле, по которому пойдет сеялка. Вон. Как вот ребята говорили, был подсолнух, его порубили. Вот. Ну так, почва не сильно твердая, хоть недалеко от края поля. Вот. Я думаю, что она себя прекрасно, сеялка, покажет себя здесь, как и на остальных. Ранее мы делали сеялки с этими сошниками и переоборудовали посевные комплексы этими сошниками. Можно посмотреть также, как там все работает. И плюс еще ездили на нашу сеялку с этими сошниками, турбошанг называются, поснимали всходы. Поэтому, кому интересно, заходите, посмотрите, как механическая сеялка посеяла, какие там всходы. И тут обязательно мы тоже поснимаем всходы, когда будет возможность. Ты когда будешь копать, они и так увидят, что у нас появилась лопатка. Да ну не все знают, что у нас ее не было. Не, ну гляньте, Андрюха заказал лопатку специально, чтобы вам вот показать. Поотмеряем, найдем несколько зернышек ячменя, поразрываем и померяем несколько в ряду, чтобы вы видели, что посев равномерный. Вот. Это ж очень важно. Это ж влияет на всходы и потом на урожайность очень сильно. Равномерный посев — это один из ключевых факторов. Сейчас ведутся разработки. Сеялка, концепция и та же самая, но она будет механическая на вариаторах с другим дискованкерным сошником. Так что следите за нами. Это очень будет тоже интересно. Там особенности есть в том сошнике. Думаю, вам тоже будет интересно посмотреть. Итак, сеялка откалибрована. На редукторе поменяли звезды, выставили, которые нужны. Загрузили удобрениями. Сейчас загружаем семенами. Будем выезжать в поле. Сейчас выставляем глубину. Глубину, помимо того, что на каждом сошнике анкера можно отдельно регулировать, так еще и есть клипсы для этого. На этих гидроцилиндрах и спереди на опорных колесах. То есть
можно выставить, допустим, на 5 сантиметров каждый анкер один раз. И дальше регулировать клипсами, чтобы не каждый раз, когда при смене, там, допустим, семян в посевную кампанию разная глубина, чтобы каждый раз анкеры не регулировать, можно просто клипсами отыграть этот момент. Едем наконец-то сеяться. Вот, я залез на сеялку. Как видите, граблины не участвуют в работе. Сейчас поснимаем вам, как работают сошники. Вот, тут оно, анкер, конечно, набилось, видели, и ушло. Вот, проехали. Гляньте, рядок везде закрытый, идеально просто. Вот каждый. Вон, удобрения видно чуть-чуть. Вот. Это какая? Ну, примерно 3 сантиметра. Да. Так, а теперь 7. А вот ячмень лежит. Так, да. Я не совсем понимаю. Тоже, ну если... Короче, где-то 4 получается. 4 сантиметра, да? Ага. Положила. И вот идет раз, 2. 3. Ну, поможем. Да, я почти все нашел. Смотри, смотри. Раз, 2, 3, 4, 5. Вот это не зря мы на пневматическую поставили уже новые кетоны, которые, понял, сильнее прижимают. Не, прижаты классно. Прижаты классно, нет подвисания. И они в строчку лежат, они раздуты типа по... Хотя, опять же, тут же из-за того, что анкер 15 миллиметров толщиной, семена сильно далеко не разгуляются, как бы. То есть строчка будет ровная потом, когда всходы будут. Надо будет обязательно приехать. Тоже. И удобрения. Ну, сколько? 4 сантиметра, да, плюс-минус везде? Ну, смотри. Ну, да. Да, 4. 4 сантиметра. Вот. А надо? Где-то так и надо, да, получается? Так они стояли анкера на 3 сантиметра, а они же переставляли в хозяйство на 4 сантиметра. Ну, вот, да. Ну и, собственно говоря, всем большое спасибо за просмотр. Огромное спасибо, что нас выбираете, нам доверяете. Мы с Андрюхой по-любому еще приедем, всходы поснимаем, постараемся, по крайней мере. И ждите от нас новые видосики по новым агрегатам и новым сеялкам. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы и пишите комментарии. До встречи.